Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня покажу, как сделать панно в смешанной технике с использованием природных материалов. Для декора буду использовать гофрированный картон, старые манжеты с вышивкой, искусственные цветы и листья. И добавлю природный материал. Вначале я спланировала композицию и сфотографировала ее. В качестве заготовки я взяла старую плетеную подставку из лозы. Сперва наклеиваю фоновый слой. Это вышитые манжеты. Можно заменить каким-нибудь кружевом. Вот волокна от ствола пальмы. И кусочки гофрированного картона. Окрашиваю все элементы фона в коричневый цвет, под цвет плетенки. Полусухой губкой и кистью белой акриловой краской выделяю все рельефные поверхности. Работа, которую я показываю сегодня, это переделка. Вот эти цветы из ткани от работы, которую я делала много-много лет тому назад. И они пропитаны специальным раствором, поэтому они такие жесткие. Для такой работы хорошо подойдут цветы из фоамирана или пластика. Также можно использовать цветы из тонкой ткани, если обработать их лаком из баллончика несколько раз, и они приобретут некоторую жесткость. В бутылочке с распылителем желтая акриловая краска, разведенная водой. Полусухой губкой выделяю рельефную поверхность цветка более светлым оранжевым тоном, а затем и белой акриловой краской прохожусь по краям. С листьями поступаю точно так же. Я их перекрашиваю в той же технике. Покрываю цветы и листья аэрозольным лаком. Эти сухие веточки с плодами от эвкалипта. Окрашиваю белой акриловой краской. А эти бутылочки от другой разновидности эвкалипта – каримбии. Ажурную маленькую салфеточку из тонкой бумаги
я все-таки решила убрать. Тонкая бумага в этой технике совершенно не работает. Любитель природы, по-моему, это одобрил. Композицию начинаю собирать от центра к краям. Большое спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!